Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о последнем большом празднике перед длинным рождественским постом, который все мы с вами отмечаем в конце осени, 21 ноября. И это день почитания памяти Михаила Архангела. В этом видео поговорим о самом празднике, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Итак, друзья, 21 ноября отмечается собор Аристратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, включая архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Силафиила, Иегудиила, Варахиила и Еремиила. Этот день в народе получил прозвище как Михайловские оттепели, потому что в это время зачастую наступает небольшое потепление, начинает таять снег и лед. Также в этот день прозвали этот день как Михайловские грязи в народе, так как дороги начинали в этот день оттаивать. Однако после этого дня морозы все-таки возвращались. Собор Аристратига Михаила установлен в IV веке и связан с нумерологией, так как Новый год тогда начинался с 1 марта, а ноябрь был 9-м месяцем в календаре. Этот месяц соотносился с 9 ангельскими чинами, и 8 число по юлианскому календарю напоминало о предполагаемом дне собора небесных сил во время страшного суда. Архангел Михаил считается самым грозным ангелом в воинстве Господнем, обладающим бесстрашием, справедливостью и решительностью. Он первым выступил против речей Сатанаила и является главным архангелом, который сражается с темными силами. Православные верующие особенно почитают архангела Михаила, веря в его защитную роль перед лицом Всевышнего. И этот день, 21 ноября, представляет собой важное событие в православном календаре, которое позволяет верующим почитать и вспоминать мощную защитную силу архангела Михаила и других небесных сил. С именем Аристратига Михаила связано множество легенд и повествований, где он является борцом с нечистой силой. И, конечно же, с давних времен он считался защитником людей перед Богом, моля Господа Бога о прощении людских грехов. Одна из легенд говорит нам, что в городе Ханех, где верующий Архип построил храм возле чудотворной реки в честь ангела Михаила, после чуда, которое произошло в его жизни, немая дочь крестьянина исцелилась. К целебному ручью съезжались не только христиане со всего мира, чтобы избавиться от своих болезней, но и язычники, которые обращались к христианской вере. Недовольные идолопоклонники намеревались уничтожить храм и реку. Тогда Архип взмолился к Аристратигу Михаилу, моля о помощи. Архангел, услышав это, спустился на землю и своим мечом рассек гору и велел в воде нестись на неверующих. С того времени это диво называют Михайлово чудо в Ханех и прославляют его именно 21 ноября. Православная церковь описывает множество ангельских чинов. Давайте мы с вами будем разбираться в этом более подробно. В первую очередь стоит отметить, что архистратик считается воинским званием, а не ангельским чином, как многие думают. В древние времена данный термин означал руководство среди военноначальников. Михаил получил это звание ввиду того, что именно его считают предводителем и начальником всего ангельского войска. Согласно учениям православной церкви, всего бывает 3 вида или 3 лика небесных сил. В то же время они подразделяются на 3 группы, и данное группирование основывается на принципе приближения к Господу и типу служения. Итак, первый лик серафимами считают шестикрылых ангелов, наиболее приближенных к Господу Богу. В переводе с греческого и иврита их название означает «огненный», по той причине, что очень сильно любят своего Создателя.
Херувимами считают четырехкрылых и четырехликих ангелов, которые несут просвещение, ведь их название на иврите считается синонимом мудрости. Престолами называют еще один вид ангелов, которые приближены к Богу и считаются его окружением. Предполагается, что именно они принимают участие в суде Божьем. Второй лик господства являются незримыми наставниками поставленных от Бога земных властей и правителей. Также помогают человеку укрощать страсти и похоти. Силы наделены особой властью совершать чудеса и ниспосылают эту благодать праведникам и угодникам Божьим. Власти обладают властью укрощать силу падших ангелов, а также повелевают стихиями. Ну и третий лик. К третьему лику относят начальств или начал, которых наделяют возможностями влиять на законы нашей Вселенной и природные явления. Также их функцией являются оберегание народов и стран. Архангелов считают начальниками ангелов. Они являются олицетворением учителей и провозвестников воли Бога для каждого человека и передают его откровения. Именно архангелами являются самые известные ангелы для каждого православного верующего. Речь идет о Михаиле и о Гаврииле. Ангелы – это ближайшие к простым верующим проводники воли Господа, а также защитники и хранители всего мира. Именно они являются низшим чином небесных сил, однако также этим термином обозначают вообще все силы Господа и его приближенное окружение. Архангелу Михаилу молятся, чтобы избавиться от скорби при входе в новый дом и при закладке основания дома, о спасении и сохранении тех или иных стран. Архангела можно просить и о защите от врагов и войн, воров, стихийных бедствий. Ну а в народной традиции 21 ноября назвали этот день по-разному. Называли и Михайлов день, Михайловые оттепели. И довольно часто именно в этот день наступало сильное потепление, в результате которого оттаивала грязь, и многие дороги становились уже непроходимыми. В связи с этим и 21 ноября получило название Михайловы оттепели. При этом практически сразу после окончания 21 ноября снова усиливались морозы и дороги становились непроходимыми. Также этот день считается неблагоприятным для корыстных дел, поэтому рекомендуется воздержаться от таких занятий, чтобы избежать наказания. Также считается, что в этот день нельзя мыть голову, чтобы не смыть ум, и не следует заниматься тяжелой физической работой или вовлекаться в ссоры и в ругани. Вместо этого народные представления указывают на важность мыслить позитивно, посещать церковь и зажигать свечи за здравие родных. День Архангела Михаила также считается благоприятным для разрешения семейных проблем, что побуждает людей уделить внимание семейным отношениям и урегулировать конфликты. Кроме того, этот день призван стимулировать милосердие и благотворительность, поэтому важно оказывать помощь другим и заниматься благотворительными делами. Также в день Архангела Михаила принято встречать и принимать гостей, поэтому его еще прозвали гостевым днем. Традиционным аспектом этого обычая является угощение гостей вкусной едой. В прошлом наши предки лакомились пирогами, медом и пивом собственного производства. Важно отметить, что празднование Дня Архангела Михаила могло продолжаться всю неделю, а после этого начинался уже строгий рождественский пост. Таким образом, День Архангела Михаила отмечается рядом обычаев, которые напоминают нам о важности семейных ценностей, милосердия и благотворительности в нашей жизни. К этому дню у наших предков заканчивались все работы, связанные с сельским хозяйством. Крестьяне, начиная с этого дня и на протяжении целой недели, гуляли и пировали. По народным приметам на Михайлов день не предсказывали погоду. Если с утра мороз, то считалось, что в декабре и в январе снега будет много. Утром густой туман к потеплению. Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной. Увидеть иней утром к снежной зиме.
Ну а если 21 ноября раньше, чем обычно расцвело, то ждите похолодания. На хвойных деревьях почти нет шишек, зимушка теплой будет. Мокрый снег в этот день к дождливой зиме. А если на дубе много желудей, это к мягкой зиме. По традиции, с 21 ноября начинаются народные гуляния, связанные с окончанием работ на полях. И повсюду, конечно, раздается смех, пение, все танцуют и веселятся. С этого дня и в течение недели наши предки устраивали пышные застолья с жареным мясом, пивом, вином, пирогами и медом. Первое блюдо, которое обычно съедал хозяин дома, была свинина или говяжий холодец. После угощали важного гостя, которого усаживали под иконой святого Михаила, которая была в красном углу. Детям, конечно же, готовили лакомства, фрукты, политые медом, чтобы они не болели и были счастливыми. К Михайлову дню заканчивался уже свадебный сезон, из-за чего очень грустили девушки, которые не успели в этом году выйти замуж. Поэтому они 21 ноября идут в храм и молятся у иконы святого Михаила, куда приносят пирог из муки, приобретенной в любой женский день собственного приготовления. Также на Михайловой грязи 21 ноября было принято угождать дворовому. Бытовала в народе примета, что если этого не сделать, то дух может покинуть двор, после чего в нем поселится беда. Потому хозяева несли 21 ноября в хлев гречневую кашу, масляные пироги с компотами и проводили во дворе дегтярную полоску. Это была своеобразная граница, через которую дворовой не мог перейти. Ну а чтобы задобрить мелких бесов, устраивали куриные именины, брали худого и старого петуха и тупым топором ему отрубали голову. Это была такая своеобразная жертва. Также обращаем ваше внимание, в этот день проводили обряд на грязь от беды и напасти. Набирали у дома грязь и наговаривали такие слова: «Все беды и напасти уйдите в грязюку, заберите с собой и насланную муку. Я вас в землю втопчу, в далекий лес унесу. Пути обратно не найдете, из дома моего навеки уйдете». Затем эту грязь топтали и относили подальше от дома к старому дереву. Также в этот день проводили ритуал от болезней. Брали камень у дороги, по которой мало кто ходит. Приносили его домой и клали у иконы святого Михаила. Вокруг расставляли свечи и читали такие слова, как «камень не разбить, не поломать, так и мое тело болезни не разбить, не поломать, как камень силен, так и мой дух ладен. Михаил мне на подмогу придет, от всех болезней убережет». Далее заговоренный камень надо было положить под кровать в качестве оберега. Ну а люди, рожденные 21 ноября, считается, рожденные в этот день, будут счастливыми. Это людям, которые могут стать врачами. В качестве талисмана им обязательно подходит гранат. Этот камень символизирует любовь и дружбу, и его принято дарить в знак большой любви. Также обращаем ваше внимание, если вы обзаведетесь украшением, на котором изображен медведь, а как вы знаете, медведь — это символ постоянства и преданности, то вам удастся наказать своих предателей и к тому же обрести истинных преданных друзей. Не обязательно носить такой громоздкий талисман на своем теле, достаточно просто прикоснуться к нему рукой, посмотреть на него или даже просто подумать о нем. В любом случае вы обязательно зарядитесь его энергией. Ну а сны, приснившиеся в ночь с 20 на 21 ноября, показывают, насколько гармонично развиваются ваши любовные отношения. Сны на этот день помогут вам скорректировать свое поведение, если это необходимо в данный момент. Что же можно было делать 21 ноября? На Михайлов день принято ходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи. Однако приведением в порядок волос стоит заняться в другой день. На Руси полагали, что 21 ноября – это единственный день перед зимой, когда еще можно сыграть свадьбу. Браки, заключенные в этот день, считались благословленными всеми ангелами. В этот праздник было принято утром отправляться в церковь, а по возвращении богато накрывать стол и принимать гостей до самого вечера.
Нужно радоваться было всему, что видите, начиная от солнечного лучика, упавшего утром на кровать, и заканчивая прекрасным закатом. Позитивно настроенным, благодарным людям судьба считала, что преподнесет приятный сюрприз или же исполнение заветного желания. Теперь давайте поговорим о том, а что же нельзя делать в этот великий праздник 21 ноября. В этот день строго-настрого запрещалось работать. Даже домашние дела полагалось переделать накануне или, как вариант, отложить уже на следующий день. Трудиться в такой праздник считалось великим грехом. Впрочем, в сегодняшних условиях выход на работу зазорным не будет, но вот об источниках дополнительного заработка лучше сегодня не думать. Также в этот день нельзя было мыть голову. Считалось, что так можно смыть свое благоразумие. Также сегодня нельзя жаловаться на свою судьбу, иначе жизнь повернется так, что прошлое, даже если оно и не было радужным, покажется счастливейшим периодом. Сегодня не рекомендуется ходить и с распущенными волосами. Лучше их собрать хвост или сделать как вариант пучок. Также девушке на выданье нельзя плести косу, иначе замужество еще не скоро случится. Также в этот день нельзя рубить и резать, а также ткать, вышивать, вязать и шить, поскольку сегодня работа с острыми и режущими предметами может привести не только к травме, но и проблемы в любви. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 21 ноября. Мы всех вас поздравляем с великим праздником. Желаем вам всего самого наилучшего. Пусть в вашей жизни будут мыслимые и немыслимые блага. Пусть Бог помогает, и ангел-хранитель всегда будет с вами. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите следующее рекомендованное видео. Это рекомендованное видео именно для вас. Обязательно смотрите, будет там много очень полезной, важной и ценной для вас информации.